Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, таро расклад, события на пороге декабря. События первых 2 недель. И давайте узнаем, что нам подскажут карты. Планетарно же этот период тоже мы можем разделить словно на две части. И самое начало 4 числа Венера в Скорпионе. Это время важных разговоров. То, о чем мы думали, предполагали или, может быть, просчитывали где-то так ментально. Вот здесь лучше не философствовать, а проговорить, глядя собеседнику в глаза. Причем спокойно, мы никому ничего не доказываем. Нам нужно как будто узнать правду. И в целом подобные разговоры способствуют большей откровенности или честности. И 12 числа или 13 декабря, в зависимости от региона, где вы проживаете, это новолуние в Стрельце. И это то время, когда мы уже избавляемся от ментального мусора, от того, что нам мешает. Стрелец – это большой оптимист, и это больше солнечной, теплой, радостной энергии. Время, когда как побуждающая сила, которая словно проникает в нас, она заставляет нас больше сосредоточиться на собственных желаниях, а не на тех, которые, где-то нам навязаны. Может быть и так. Время, когда вообще избавиться от пессимизма. Есть такой нюанс, но это больше будет касаться, опять же, второй половины уже декабря. У нас будет ретроградный Меркурий. Отчасти мы знаем, что это могут быть задержки, какие-то сбои. Поэтому для всех, говорят, не просчитаться где-то с финансами. Если таковые задержки во второй половине месяца вдруг случатся. Поэтому будем реалистами, безусловно. Давайте мы узнаем в целом характеристика этого периода, что придет, а что уйдет. 3 главных события. Первая карта. Вторая, третья. Что же придет? По пажу жезлов это мы уже что-то хотим осуществить. Причем это что-то новое. Это какие-то новые возможности. Может быть, ваша новая идея, новый ваш инсайт. Или то, что вот я сейчас как будто загорелся чем-то, хочу себя попробовать в новом деле. У кого-то это вопросы могут быть связаны с детьми. И больше энергии солнечной, активной, желания. Может быть, это какое-то предложение новое совершенно для вас. И нельзя, как и свои мысли, позитивные оставить без внимания. Вот что приходит. Элемент новизны. Не действительно все то, что я сказала, где-то, не копаться в самом себе или не просчитывать до бесконечности что-либо, а переложить на какую-то практику, может быть, наметить первые шаги по тому или иному вопросу, если есть та тема, которую я хотел бы или хотела осуществить, попробовать вот именно. Но карта нам не говорит о чем-то продолжительном. Это еще пока вот этот лишь период времени. Но как будто я хочу совершенно по-другому теперь построить свое качество жизни. Вот по этой карте такое значение проходит. Что уйдет? Карта мир – это когда мы подводим итоги, и значит, какой-то итог вы, несомненно, подведете. Это может карта говорить, 21-й старший аркан, что тот вопрос, которым вы занимались длительное время, все же старший аркан, и он последний, значит, мы уже прошли какой-то путь. Вы здесь можете подвести итог. Вы что-то завершаете, или неизбежно что-то завершается в вашей жизни, и вы словно, знаете, как знаменатель, баланс, черту подведете. И опять же старший аркан, поэтому будут на вас влиять, мои дорогие козероги, события извне. То, что мы называем обстоятельства, ситуации. Может быть, подталкивая вас к какому-то решению окончательному. Или какое-то дело сложится, оформится словно в один узор. Вот что-то у вас должно сложиться, и вы в чем-то поставите точку. Подведете итог. У кого-то получение денег может быть. У кого-то что это может означать? Это словно, знаете, как пороговое значение. Вот вы шли куда-то, и вы достигаете определенной вершины, и теперь новое начало. Вот такое тоже может быть. Как раз где-то о том, что прежняя история. Может быть, у кого-то это по работе, у кого-то это по способам заработка, у кого-то это будет означать, я окончательно решил, я буду
переезжать. И удастся совершить тот самый переезд. Или для кого-то из вас это может быть вообще пересмотр места вашего как и проживания, так и дальнейшей вашей деятельности. Может быть, через релокацию офиса у кого-то так. Вам придется словно свою реальность ну, вот трансформировать пространство для того, чтобы с новыми планами приступить к какому-то делу. У кого-то проиграется. Итак, все-таки 21-й старший аркан. Давайте мы откроем, что же там за события такие. Ну, правда, у вас очень сильная позиция. Карта силы. И несмотря на то, что она такая огненная, страстная карта, мои дорогие, нет, энергии здесь холодная, как у мага. Здесь больше манипуляций серым кардиналом, когда со всеми должны договориться, себе не навредить, вот это очень важно. В вашей власти практически все, но мы эту власть не демонстрируем по этой карте. Здесь, наоборот, больше лояльности. Это совершенно необходимо, чтобы, с одной стороны, мы держим собственные эмоции на коротком поводке. Все-таки лев– это прообраз нашего эго в первую очередь. Но и даже если сталкиваемся с людьми, у которых сначала, ну, через край идут эмоции, и, может быть, нам тяжело сдержаться, но сдержаться придется. И вы себе скажете в этом спасибо, потому что человек наиболее уязвим, когда он проявляет эмоции. И значит, даже какую-то патовую эмоциональную ситуацию вы сможете раз и перевернуть на пользу себе, благодаря тому, что вот как энергия мага. Правильное взаимодействие, ну и вообще сильная позиция, когда вы, ну, многое тут можете что осуществить. А если уже какие-то дела действительно словно шли и приближаются уже к какой-то развязке, вы это прочувствуете. И это вам добавит как и оптимизма, так и уверенности в самом себе, в самой себе. Давайте мы немножечко раскроем. Два старших аркана у вас. Серьезно. Чем дело кончится? Ведь у каждого в какой-то своей сфере. Закончится какой-то конфликт, была одержана первая победа. И вот то, что я говорила сейчас по энергетике и про эмоции, чужие даже. Вот ведь пятерка мечей, мелкая карта, но она говорит о том, что был какой-то конфликт. Или когда правда вроде бы и за нами, или мы объясняли, настаивали на своем, и вроде бы мы победили, но либо победа далась тяжелой ценой, но нет воодушевления, вдохновения нам эта победа не принесла. И часто по этой карте идет один совет, когда мы не увеличиваем дистанцию конфликта или разрыв какой-то в отношениях. Есть люди, которых мы не можем исключить из нашей жизни. Руководители, коллеги, соседи, еще какие-то люди, которые, ну, мы неизбежно с ними сталкиваемся. Или какая-то история продолжается, и вы точно знаете, что вам с этим персонажем еще придется взаимодействовать и договариваться. И вот эта дистанция, она не будет способствовать решению вашего вопроса. Дважды у вас не получится, если вы будете продолжать на чем-то настаивать, какое-то дело вот так красиво, как маг, обернуть в свою пользу. Тут надо более быть хитрому. И это не означает, карта, что мы наступаем на горло собственной песни. Или мы соглашаемся со всеми в ущерб собственными принципами. Нет, здесь нужно сделать фокус, сохранить собственные принципы, но удачно как-то договориться с людьми. Иными словами, проманипулировать. Вот учиться манипулировать. Две карты, по сути так. Но у вас сильная позиция. И значит, какова бы ни была патовая ситуация, чем дело кончится, вы можете ее завершить. Причем, когда убедитесь, да, вот такая моя стратегия точно на 1000% работает. Чем сердце успокоится. Более чем. Карта нам говорит, девятка кубков, о вашей, опять же, сильной позиции, о том, что у вас все под контролем. Это карта самодостаточности. Карта говорит о том, что у вас все под контролем. Карта самодостаточности. Карта говорит нам и еще и о том, что наперед для кого-то из вас поступление денег или решение вопросов
касаемые либо через финансы, да, это может быть связано у кого-то с недвижимостью, у кого-то это все же по старшему аркану силы любая ситуация жизненная, у кого-то это будет новая работа или прежняя работа, когда я получаю действительно мои заслуженные деньги. Или если прежде какая-то сумма у вас задерживалась, скорее всего, вы ее получите. У нас человек изображен, который в принципе рад. Он поднимает кубок за здравие посетителей, как будто хозяин ресторана, ну и за свое здравие тоже. И это словно одно единое целое. Придется взаимодействовать с людьми. И если вы где-то, правильно подойдете вот к этой пятерке мечей, не повторяюсь, вот это взаимодействие с неувеличением дистанции конфликта, а перейти вот на эти энергии, как по карте сила, ну или мага, то настолько вас порадует результат, настолько какое-то дело вы сумеете обернуть для себя, как и в радость, так и в пользу, мои дорогие козероги. Это карта, когда, в принципе, наверное, наша материальная составляющая на сегодняшний день очень стабильно что-то сделает для себя хорошо. Когда есть и радость, есть и праздник, и я уверенно смотрю в завтрашний день. Давайте мы узнаем совет от карт. Уверенность. Ваша карта, правда? Какое-то дело, даже очень сложное, даже которое лежит где-то через компромиссы, опять же, способности договориться, как-то обустроить вот для себя у вас получается, потому что королева Пентаклей – это еще прообраз того человека, который сделал себя сам. Какая-то сказка или, назовите это, мечта, которая зарождается в голове всего лишь у королевы, она ее воплощает в жизнь. И по преданию, тот райский сад, среди которого она находится, она создала своими руками. Почему и соответствует как раз знаком зодиака королевы Пентаклей, стихии Земли. Это вы, мои дорогие козероги. Что-то у вас получится сделать, если, опять же, вот тут если есть, понимаете, если вы будете вот в таких энергиях серого кардинала. Нет для вас ничего невозможного. У вас сразу будет сильная позиция. Второе событие. Что-то завершается. Правда, завершается не случайно. И аркан, мир, мы говорим, подводим итоги. И мы отпускаем все прошлое. Или то, что уходит. Может быть, оно не уходит. Мы сами с этим простимся. Но старший аркан... Могут быть какие-то обстоятельства непреодолимой силы, но это как будто способствует тому, чтобы мы в чем-то поставили точку. Или сыграли заключительный аккорд и больше не оборачивались назад. Когда выпадает 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это трансформация именно, это изменение. Я часто приводила прежде примеры зернышком. Мы когда садим зернышко в землю, твердая оболочка, которая сохраняла долгое время маленький росток незаметный внутри этого зерна, она должна быть разрушена для того, чтобы этот росток пробился к солнцу. И прежде чем он пробьется к солнышку, выйдет на поверхность, ему придется проделать путь в одиночку сквозь темную землю. Вот это где-то и есть разрушение оболочки и путь вот этого росточка к солнцу по 13-му аркану. Провожайте прошлое, провожайте пессимизм, провожайте тех людей, которые в вашей жизни, уже не принесут какой-то радости. Завершайте те процессы, которые, может быть, сами по себе закончились, но остались в нашей душе, словно застряли. Нужно освободиться, правда, и от ментального мусора тоже. Давайте мы спросим, чем дело кончится все же. Хотя нам и говорят, дело заканчивается конкретно. И это сразу как конец, так и начало нового. Понимаете? Пороговое значение. По пажу мечей ничего не закончится. Нас переформатируют в другие энергии. И если здесь мы говорили про энергии больше мага или серого кардинала, мы здесь продолжим эту теорию, назовем это так. И по пажу мечей нам предлагают уметь докапываться до сути, уметь видеть какую-то реальность. Это не значит, что мы должны быть жесткими. При всей серьезности или при всей, может быть,
вашей ответственности. Мы должны излучать радость, понимаете? Вы, мои дорогие козероги, это будет очень важно быть открытым миру, лояльным миру, более в таких дружелюбных энергиях находиться, быть большим, ну, где-то дипломатом, нежели жестким человеком, потому что через взаимодействие с людьми вы решаете вопросы, но есть какая-то конкретика, которой следует словно вернуться, может быть, найти нужные документы, нужные бумаги, проконсультироваться со специалистом, как в отношении меня работает закон. Для кого-то из вас это могут быть вопросы, связанные с вашими детьми или еще с какими-то оформлениями, когда есть конкретика, и вот как будто дело кончится. Но еще пока не кончится, а нам нужно будет продолжать вот в тех энергиях, о которых я говорила. Чем сердце успокоится? Для вас эти энергии совершенно необходимы, чтобы достичь вашего счастья, вашего солнца. И вам придется где-то, может быть, на протяжении ближайших месяцев, карта Солнца – это выбор правильного направления. Слово в начале декабря вы избираете правильное направление на несколько месяцев. Ориентировочно это середина 2024 года. Значит, что-то завершится, а что-то и продолжится. Продолжится ваша трансформация, которая должна привести в итоге к солнцу, к радостям. Но вы за это время как будто меняетесь тоже, мои дорогие козероги. Учитесь, может быть, ну, не быть жестким отчасти, или видеть как-то под другим углом, или взаимодействовать с людьми несколько иначе, ничего не доказывая, но знаете, когда мы поставили, допустим, перед собой цель и понимаем, для того, чтобы достичь, нам нужно договориться, может быть, с 10 человеками, и у каждого свое мнение. И мы не знаем, как это будет воспринято, но мы знаем точно, вот то, что я себе поставил, я хочу добиться. И вот как будто придется с одним человеком договариваться одним образом, с другим совершенно как-то по-другому, третьему, может быть, пойти на какие-то компромиссы и уступки, но не в ущерб себе. И не значит, что мы меняем свое мнение или мы меняем какую-то свою философию жизни. Нет, это просто какая-то конкретика, когда мы вынуждены действовать так. Вот подобные энергии вас приводят к Солнцу. Вот, наверное, такая трансформация вам. Вы ее можете прочувствовать просто в начале декабря. Давайте карту совет. Интересный расклад. Не торопитесь. Не торопитесь, правда. И еще есть один пункт. У вас две королевы выпадают, пусть одна королева. Это больше про образ вас самих. Но все же, если мы по количеству, вы будете словно в центре внимания. И вот проницательность и непроницаемость вам сослужит хорошую службу. Почему? Могут быть сплетни, правда. Вас могут, вы как в центре находитесь. Людям может быть любопытно у вас узнать что-то. Сохраняйте молчание, никому ничего не говорите. Карта совет, королева кубков. Прежде это королева-русалка, которая заманивала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и любовь. Ей верили, шли, там и оставались. Поэтому это великий манипулятор. И вот вам, как и не торопиться, слушать свою интуицию, вовремя подмечать детали, тонкости или изменения какие-то, держать руку на пульсе, как и в плане изменения человеческих эмоций, для вас это будет важно, потому что, по сути, энергия мага, и пусть это другое событие, но это явно все взаимосвязано, так и умение, может быть, вот эту самую зависть не расплодить словно, не раздразнить кого-то. Чем больше, пусть лучше относятся никак, чем как тайный недруг затаился. Вот есть такой момент, я надеюсь, это не для всех проиграется, но все-таки об этом я должна предупредить. Ничто не должно помешать на пути к солнцу, понимаете? Третья, ну, шикарно. Девятка, извините, пентаклей. Это карта, опять же, самодостаточности. У вас прекрасные карты, потому что у вас как девятка кубков выпала и девятка пентаклей. Это хорошие заработки, это построение карьеры, это мои амбиции, которых я достигаю. Это новые такие, как могут быть достижения в бизнесе или вообще в принципе любые достижения. Когда у вас все под контролем, и я с уверенностью смотрю в завтрашний день, когда у меня многое получается. Наверное, вот если научиться всему тому, что я перечисляла, тут не просто солнце
до середины 2024 года, а с хорошим продолжением на продолжительный отрезок жизни. Что-то такое серьезное. И, кстати, тут ведь может быть просто желание начаться все, что придет, как желание «я хочу изменить свою жизнь, качество жизни, я хочу измениться сам или сама». Может быть, у кого-то смена имиджа даже будет как-то дополнять все ваши желания, и вам это, кстати, поможет. Может быть, от какого-то образа люди нас воспринимают стереотипно, и поэтому деталь в гардеробе мы можем одну незначительную поменять, а у людей уже будет меняться мышление, так мышление человеческое настроенное. Так вот, для кого-то из вас, может быть, завершить стереотипы о вас, сломать чей-то шаблон, но сделать это хитро, опять же, вот так ненавязчиво. И в данном случае наш внешний вид, если мы какие-то детали так немножко пересмотрим, тоже как будто вам будут помогать. Ну, может быть, для кого-то это актуально, для кого-то не очень, но это тоже нужно было озвучить. Итак, чем дело кончится, хотя по девятке Пентаклей нам уже сказали. Еще раз паж Пентаклей, и у кого-то это могут быть действительно новые способы заработка, новые, может быть, дополнительные какие-то, как доход или пассивный доход, когда деньги в рост. По пажу Пентаклей есть такое, я говорю, как марафонский забег на длительный период времени, на десятилетие, что-то мы здесь уже планируем. Вот у вас будет настолько сильная позиция, когда я вижу себя словно и в сегодняшнем дне, и уже могу просчитать что-то на будущее. Дело не заканчивается. Тут вы будете что-то планировать вот так уверенно, надежно, на длительный период времени, как минимум до середины 2024 года. Вам это солнце нужно не просто достичь, а удержать. И чем сердце успокоится, у кого-то будут завершаться вопросы, может быть, в суде, все же проходят иногда карта, точнее, короля мечей. Это может быть еще и чем сердце успокоится, когда вы привлечете, если есть какая-то ну, проблема, дилемма или вопрос действительно связанный. Я должен знать четко или должна, как мне поступить по тому или иному вопросу. Мы можем обращаться к специалистам, например, как адвокаты, юристы. Мы себя подстраховываем, сердце этим тоже успокаивается, потому что есть какая-то правда, конкретика. И нам здесь выпадал, посмотрите, паж мечей, и мы говорили об этом. Есть рационализм, что-то должны сделать наверняка. Может быть, завершить согласование, получить нужные документы. Может быть, те документы, которые будут означать как чей-то вердикт. У кого-то судебный, у кого-то через инстанцию. Правда, такое может быть. И это дает возможность уже более конкретно строить планы на будущее. У вас какая-то сильная позиция, потому что вы умеете видеть хладнокровно, то есть что обстоит, допустим, на бумагах, или что обстоит по каким-то положениям. Может быть, отчасти, когда у вас получится договориться с высокими чиновниками или прояснить для себя какое-то дело, вам придется переключаться с холодных где-то энергий и одновременно взаимодействовать с людьми, чтобы для себя что-то очень важное осуществить. У вас король мечей выпадает с пентаклевыми картами, и здесь как будто прогресс намечается по работе, по заработкам, по бизнесу, Может быть, это по-разному, да, у кого-то согласование с недвижимостью, но все-таки девятка Пентакли здесь больше ваши достижения проходят. И каким-то образом это должно быть либо документом подкреплено, либо вы должны поступать в соответствии с законом. Не должно быть риска, мои дорогие. Вот есть такой момент, давайте интересно. Карта совет. А вот нам и говорят, вот посмотрите, Луна – это 1000 неопределенностей. Это когда вообще ничего не понятно. Поэтому, наверное, карты нам и говорят, для того, чтобы сохранять свои четкие позиции, для того, чтобы строить планы на будущее и где-то себя не подставить под удар, с чем-то не просчитаться. Особенно в тех случаях, когда вы чувствуете, я словно топчусь на месте, или я не знаю, как разрулить ту или иную ситуацию, решить вопрос. Обратитесь к специалистам. Как будто другого варианта нет. Вы должны действовать наверняка и уж точно не нарушать где-то закон. Поэтому
ваша позиция будет усиливаться, если, может быть, вам придется добавить каких-то знаний либо посредством консультаций, либо конкретного человека, когда вы, ну, как адвокат, привлекаете к решению своего вопроса, и вы останетесь на 1000% тогда довольны. Как будто не будет ошибок, не будет каких-то лишних шагов. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.